Всем привет, с вами Хоккей Сик, и сегодня мы будем тестировать новую клюшку от Bauer, которая наделала много шума в социальных сетях. Мы отправляемся ее готовить, а вы подписывайтесь на канал и приятного просмотра. Поехали! И посмотреть, какие ощущения она нам даст. Итак, начинаем клюшку готовить к выходу на лед. Я не буду выпендриваться, да, в интернете много различных способов, отчасти шуточных, как мотать эту клюшку. Я замотаю так, как я мотаю классическим вариантом, от носка до пятки, полностью покрою крюк. И плюс, кстати, отвечу на вопрос. Мне интересно, во время эксплуатации будет ли лента рваться в этих местах? Но опять же, я думаю, что Bauer это должны были предусмотреть. Ну, опять же, не попробуешь, не узнаешь. Мы и попробуем. Ну, конечно, ощущения немного необычные, потому что пальцы в эту дырку проваливаются. Ни плюс, ни минус, но особенность. И еще одна маленькая обязательная деталь, о которой я вам расскажу чуть позже. Удлиняем. Купил наставку, какая была в магазине. Карбоновая, легкая, поэтому сильно утяжелить ее не должна. Попробуем, надеюсь, обойдемся без ленты. К сожалению, без ленты нам не обойтись. Поплотнее мы ее туда и вожмем. Ориентир у меня есть. Сейчас, как всегда, еще и криво отпилю. Заключительный этап перед выходом на лед. Обматываем рукояткой. Не всем мой способ, откровенно говоря, понравился, но опять же, это лично мой выбор, и я никого его не навязываю. Ну что, мы на льду, проверим ее характеристики, хотя я не сомневаюсь, что за 30 тысяч клюшка, это все-таки ее минус, она действительно дорогая. За такую сумму она должна выдавать максимальные характеристики. Ну, мы сейчас и попробуем. И начнем прежде всего с передач. Читал такое мнение, что из-за отверстия в крюке может страдать качество передач. Тоже сомневаюсь, но давайте проверим. Поиграем немного в пас. Давай, передача. Раз. Дает, принимает, но, конечно, это все-таки больше зависит от рук. Первое впечатление, то, о чем я говорил, про жесткость. Субъективно для меня, конечно, мягковато. И, наверное, это плюс сейчас будет при кистевых бросках, но может оказаться минусом при щелчках. Поэтому давайте перейдем уже к кистевым броскам. Я видел много тестов клюшек, да, где измеряют меткость попаданием в девятку. Ну, давайте смотреть правде в глаза. Все-таки это больше зависит от ваших рук. Да, конечно, клюшка те или иные преимущества дает, но не качественные. Ну, ради интереса я выставил 5 шайб. Посмотрим, сколько целей я поражу. Цель левая девятка. Раз, два, три. И 3 девятки. Одну я шайбу не поднял и промахнулся. В общем, 3 девятки. Но опять же, ребят, клюшка это за 10 тысяч или за 30. Все это зависит от ваших рук, но об этом чуть-чуть позже. Если я внимательно изучил характеристики данной клюшки, то у нее жесткая середина и точка прогиба внизу и сверху. Но могу ошибаться. Я думаю, на слоумо, а вы сейчас его увидите,
четко видно, как в нижней части клюшка прогибается и выполняет кистевой бросок. В целом, подведя черту под кистевыми бросками, ну, бросает. Конечно, бросает. Мягкая, 87 флекс. Плюс я ее удлинил, стало еще мягче. Сейчас идет вообще такая тенденция. Флексы уменьшаются. Многие профессионалы берут меньше флексы. Любители, что, в принципе, логично, чтобы именно освоить технику кистевого броска. Чем меньше флекс, тем проще это выполнить, но, конечно, в пределах разумного. Поэтому с кистей бросает. Но сейчас мы с вами перейдем к броскам сходу. И для меня это самое интересное, как она себя поведет. А мне нужна помощь. Влад! Как вы могли обратить внимание, на крюке моей клюшки написано «Деньги не забивают». И это не камень в огород фирмы Бауэр. Это урок для вас. Самая дорогая экипировка не сделает вас сильнее. Сильнее вы станете только благодаря ежедневным и упорным тренировкам. Работайте. Купил бы я себе клюшку за 30 тысяч? Конечно, нет. Все мы любим Александра Овечкина, но я сегодня встану в офис Кучерова, правый круг вбрасывания, Влад мне будет накатывать. И я с подбивания, то, что в недавнем видео мы разбирали про Панарина, буду наносить броски. Ну, давайте тестить. Ну, набросались мы вдоволь, выводы будем делать чуть-чуть позже, общие выводы. Сейчас сделаем лес, посмотрим, как она на ведении. Я напоминаю, что я это делаю в маске, поэтому голову опускаю вниз, так как у меня периферического зрения нет. Это для профессионалов хоккея. Контроль шайбы адекватный, никаких новых ощущений я для себя не открыл. Если говорить о бросках сходу, именно с подбивания, да, назовем так, кистями, все-таки это бросок сходу кистями, то клюшка реагирует. И главный вопрос, как реагирует крюк. Нет ли каких-то деформаций при броске, получаются ли они качественные? Ответ, они получаются качественные. И опять же, в очередной раз повторяю, все зависит от ваших рук. В общем, крюк эту нагрузку выдерживает. И теперь самое интересное для меня – это щелчки сходу. Максимальная загрузка клюшки и как она себя поведет при данных характеристиках, о которых я сегодня уже говорил не раз. Мягкий флекс, ну и дырка в крюке как-никак. Прежде чем делать какие-то выводы, выполним еще одну серию щелчков сходу. Ситуация, в которой защитник может оказаться, реализовывая большинство. Когда вы накатываетесь на лицевую линию, нападающий вам скатывает. Хорошо было. Итак, щелчки прошли, пощелкали сходу по синей линии, пощелкали встречные шайбы. И для меня это было, как я говорил, самая интересная тема, как она себя поведет. И вот честно, без купюр, как оно есть, она с этим справилась. Я боялся, что у меня шайба будет пробивать, что клюшка будет слишком мягкая для таких достаточно жестких и плотных щелчков, но она с этим справилась. Наверняка, опять же, там есть какие-то технологии, которые учитывают эту потребность игрока в хоккей, как щелчки. Поэтому щелкает, но действительно щелкает, и для защитника тоже вполне может подойти. Достаточно много времени, практически час мы бросали, вели шайбу, и можно сделать выводы по этой клюшке. Первый – это ее вес. Легкая ли она? Действительно, она очень легкая. Это, наверное, пожалуй, одна из самых легких клюшек, которые я держал в руках. Второе. Необычный пятиугольный шафт. Опять же, субъективно. Позанимавшись, покатавшись, побросав шайбу, мне в руках чересчур комфортно она не легла. Я не скажу, что это самая удобная клюшка
которая лежала у меня в руках, которые я держал в руках. Нет, были клюшки и покомфортнее, так что 5 углов, новая ли это технология, новый ли это уровень, для кого-то, возможно, да, но мне не зашло. Как она себя ведет при кистевых бросках различных видов и при щелчках. Ну, при кистевых бросках, опять же, при ее характеристиках, ожидалось, что она будет очень отзывчивая, резкие броски, достаточно мощные. Они такими, в принципе, и получались. И щелчки. Мой главный вопрос, это был, как она себя поведет на них. Все-таки она мягкая, я ее удлинил, флексов стало еще меньше, и она реагировала. Действительно, она реагировала, шайба не продавливала крюк, со всеми щелчками я справился. Опять же, я это говорю из опыта, что я держал аналогичные клюшки с аналогичным флексом в руках, и качество щелчков там явно страдало. Поэтому щелчки, кистевые броски, она реагирует. Что касается обмотки, да, влияет ли как-то то отверстие, которое находится в крюке, порвется или не порвется. Как вы помните, я замотал, не выделываясь, скажу так, стандартным, полной обмоткой от носка до пятки. Опять же, как вы видите, и это на самом деле даже очевидные вещи, основной контакт шайбы с клюшкой — это нижняя часть. Как вы видите, у меня даже верх клюшки практически сухой. Поэтому вряд ли при классическом варианте обмотки эта часть у вас порвется. Опять же, вряд ли сюда кто-то засунет клюшку, если вы обматываете классическим вариантом, как это сейчас делаю я. Хороший маркетинг, хороший ход, яркий, запоминающийся, и это стоит признать. Но ни на какие игровые характеристики со знаком минус наличие этого отверстия не влияет. Как она себя поведет на более долгом периоде, на более длинном периоде, насколько она прочная, как будет держаться крюк, конечно, здесь покажет только время. И я напоминаю, для того, чтобы это вы все узнали, надо подписываться на мой инстаграм, там я вам обязательно все про это расскажу. И в конце видео оценим по 5-бальной шкале. Кистевые броски — 4, щелчки тоже 4, хотя до выхода на лед я думал, что это будет 3. Комфорт — то, как она легла мне в руки, 3, уж извините. И контроль шайбы тоже 4. Маркетинг — твердая 5, и это надо признать. А с вами был Хоккей Стик. Я напоминаю, что деньги не забивают. Также подписывайся в мой инстаграм. Хоккей в сердце. Увидимся.